Привет, любители и профессионалы! Сегодня у нас с вами взаимовыгодный ролик. То есть вы просто смотрите небольшой обзор, но я показываю вам свой лайфхак, доработку или апгрейд. В общем, можете называть это как угодно. Главное, что это быстро, недорого и работает. Поэтому использовать сегодня будем все по минимуму. Это всего 4 анкера, пару гаек, шпилька и кое-что по мелочи. Ну и, конечно, обрезки профильной трубы. Куда же без нее? Кстати, готовым результатом я доволен как слон. Поэтому, ребята, внимательно следим за руками. Все самое интересное, как обычно, будет в середине ролика, так что смотрим, не переключаемся. Погнали! Итак, на обзоре у нас сегодня гриндер удачный. Как обычно, бонусом от производителя идет купон на 1000 рублей. Гриндер работает практически с упаковки, и все, что необходимо, это просто закрутить один болт. Конечно, необходимо заправить ленту. В комплекте с гриндером их идет 3 штуки разной зернистости. И сделать это первый раз, ввиду неопытности, у меня заняло чуть больше 10 секунд. Итак, для работы с большими заготовками гриндер полностью готов, но у нас сегодня другие задачи, поэтому дополнительно монтируем столб с регулировками. Для этого нам просто необходимо зажать еще один болт и отрегулировать столб под свои нужды. Итак, 2 минуты, 2 болта, гриндер полностью собран и готов у нас к работе, поэтому производим пробный запуск. Как видим, с развесовкой и балансировкой у него все в порядке. Он абсолютно не старается убежать, не двигается, не пляшет, даже на железном столе. Ну а то, что работает немного громко, так это мой верстак просто выступает в качестве резонатора. Итак, ребята, первое ощущение от работы на гриндере – это простой и надежный аппарат. И благодаря своим малым габаритам, я думаю, он хорошо подойдет для такой небольшой мастерской, как у меня. То есть все функции, для которых необходим гриндер, а это торцевание, обработка кромки, доработку мелких изделий, то есть все это он выполняет на ура. Но если приловчиться, то на верхнем ролике можно легко выбирать круглые трубы для стыкования между собой. Да, еще чуть не забыл упомянуть, но конечно же это заточка сверл, ножей и других предметов для быта и производства. Итак, ребята, первые ощущения после 20 минут работы на гриндере удачные у меня только положительные. Но те, кто давно меня смотрит, знают, что я переделываю либо дорабатываю даже очень хорошие вещи, стараясь выжать из них по максимуму, при этом с минимальными вложениями. Сегодня не исключение, поэтому снимаем кожух, вентилятор, замеряем шкив и погнали! Кстати, ребята, я очень ценю ваше время, поэтому не буду растягивать на 30 минут то, что можно уложить в 4. К счастью, такое сопляжуйство не мой конек. Практически вся сборка будет показана на второй скорости. Так я сэкономлю для вас кучу времени. Ну а для тех, кто захочет повторить мой лайфхак, я думаю, это не составит большого труда, просто внимательно посмотрев ролик. Ребята, так как к изготовлению самоделки я приступил сразу после получения гриндера удачный, то, к сожалению, под рукой мне не оказалось нужного уголка, поэтому пришлось разрезать обыкновенную толстостенную профильную трубу 30-ю. Поэтому, если вы захотите это повторить, то воспользуйтесь 50-м уголком. Это будет для вас гораздо быстрее, к тому же вам не придется наращивать и поднимать саму конструкцию. Ну, вообще, как видите, изготовление конструкции для гриндера подразумевает постоянное использование этого самого гриндера.
Ну вот и все, ребята, последний рез, и наша конструкция полностью готова. Сейчас, как обычно, по старой доброй традиции, сначала грунтую, ну а потом покрываю все это молотковой краской Дали. Ну а дальше у нас выход практически на финишную прямую. Устанавливаем гриндер на саму конструкцию и закрепляем двумя гайками и шпилькой. Ну и в конце, конечно, вишенка на торте — это использование анкеров не по назначению. У меня их было, к сожалению, всего 4, ну а вы можете использовать хоть 20. Главное, что все это работает и прекрасно заменяете дорогущие подшипники. Как видите, всего немного смекалки, а удается сэкономить вполне приличные деньги, ну и, конечно, время. Да, еще небольшой лайфхак. Крепление щеток я осуществляю через обыкновенную разрезанную пружину. Итак, ребята, наша самоделка 2 в 1 полностью собрана. По-моему, получился неплохой такой комбайн. Выглядит он, на мой взгляд, тоже вполне неплохо. В общем, с эстетической точки зрения у него все в порядке. А вот функциональные способности сейчас мы будем проверять. Итак, как видим и слышим, аппарат легко запустился, никаких проблем с запуском у него после установки этой конструкции не возникает. Лента стоит на месте, вал не колбасит, станок тоже. Экспериментировать, как обычно, начинаем с самого легкого варианта, это 15-я профильная труба. Результат положительный, поэтому перенастраиваем и пробуем 40 на 20. И вот тут, ребят, станок приходится немного придерживать. Как я, ребята, и предполагал, после трубы 40 на 20 справиться с обыкновенной полосой станку оказалось проще простого. Ну а теперь, ребята, взглянем еще раз на конструкцию станка, запомним ее, оценим, и я расскажу, почему я сделал именно так и какие плюсы и минусы из этого извлек. Ну что, я думаю, настало время для подведения промежуточного итога. Итак, первое. Получился рабочий вариант станка 2 в 1. Гриндер удачно нисколько не потерял в своем функционале и может быть вернут в исходное положение в течение 2 минут. Второе. Благодаря этой самоделке вы сможете зачищать не только профильную трубу, но и подлазить в труднодоступные места туда, куда не достает обыкновенная лента. Ну и третье. Это финансы. Стоимость доработки станка составила всего 2500 рублей. Прибавьте это к стоимости гриндера и сравните с ценой на 2 аналогичных станка. Теперь, ребят, что касается размера самого станка. Максимальные размеры обрабатываемой профильной трубы в ширину это 60 мм, ну а в высоту всего 40 мм. Но если вы хотите, чтобы в высоту у вас поместилось 60 или 80 мм, то просто перенесите шарниры на 10-15 см назад. Я же всеми силами боролся за компактность станка. Потому что по моей дальнейшей задумке он будет полностью убираться в стол с помощью поворотного механизма, то есть будет заподлицо со столешницей. Отсюда, ребята, соответственно, и минимальные размеры. Ширина в 60 была выбрана, потому что я боялся, что двигатель попросту не потянет. Однако все оказалось напрасно, потому что 40-ку он тянет даже с заправленной лентой. Поэтому уверен, что если ленту снять, то он легко потянет 60-ку и 80-ку. И это при 125 мм кругах. Если ставить 100-ку, то мощности на валу будет еще больше. Кстати, если прослушали, то диски у меня крепятся через разрезанную пружину. Получилось что-то вроде гравиров и дешевого варианта сцепления. А значит, при пиковой нагрузке двигатель не останавливается и не греется, а попросту не передает крутящий момент на щетку. Высоту я решил регулировать с помощью обыкновенных гаек, нижняя из которых контрится собственной гранью. Ну а верхнюю гайку можно не закручивать и не доворачивать, потому что при работе станка она делает это самостоятельно. Обязательно, ребята, пишите свои мысли по поводу того, будет ли перегреваться двигатель после демонтажа вот этого вентилятора. Но я постараюсь в следующих роликах сделать замеры, потому что самый дешевый китайский пирометр ко мне еще пока что не доехал. Я думаю, что никакого страшного перегрева все-таки не будет, конечно, если не использовать его промышленно 24/7. Двигатель этот довольно мощный, заявленная характеристика у него 1,1 кВт. Да и вообще, все, что заявлял производитель гриндера удачный, все мы здесь можем наблюдать. Это и закрытые высокоскоростные подшипники, и бочкообразный вал, и простая и точная регулировка ленты. А также видим специальное покрытие, которое позволяет ленте лучше скользить под нагрузкой. Единственный небольшой минус для меня, так это короткий провод, хотя это легко решается с помощью удлинителя. Поэтому, ребята, подводя итог, еще раз повторюсь. Гриндер удачный — это простая и надежная конструкция, которая идеально подойдет для небольшой мастерской. И если вы надумаете приобрести его после моего ролика, то ссылка на него будет в описании к видео, а также в закрепленном комментарии. Переходите по ним, и производитель обещает 500 рублей скидки. Ну а всем, ребята, кому понравился ролик, ставим лайки, дизлайки, обязательно подписываемся и не забываем комментировать.
Ну а дальше как обычно. Прямые руки вам в помощь, немного смекалки и мирного неба над головой. А на сегодня все. Всем удачи, здоровья, прорвемся.